Всем доброго времени суток. Снимаю поздно. Днем практически нет времени. Перед вами электронный переключатель. Вот. Сейчас покажу, как она работает. Подадим сюда напряжение из сети. Вот я специально взял двойную розетку. Будем подключать. Здесь у меня сейчас ровно 220 вольт. На выход подключил лампочку 100-ваттную. Ну это чтобы посмотреть, как она переключается. Два блок питания импульсные по 12 вольт. Одно плечо реле, второе плечо. И вот эти релешки она переключает. Ну, здесь 3 реле, одну сделал дополнительный, если вдруг надо будет какой-нибудь еще прибор включить, выключить. Вот, провода толстые. В общем, сейчас будем включать. Подключаем. К примеру, допустим, это инвертор. Ну, преобразователь, да, вот с 12-220 вольт. Подключили. Потом подключаем, к примеру, из сети 220 вольт. Переключился. А здесь уже никакое значение не имеет. Единственная лампочка заметна, когда вот из сети, к примеру, да? Так-то они оба из сети. Ну, я так. Чтоб, здесь сейчас у меня инвертора нету, чтобы показать вам. К примеру, из сети свет ушел. Вот здесь заметно чуть-чуть, когда свет уходит. Ну, это не так уж длительное время. Где-то меньше полсекунды. Вот. Здесь два входа. Вот первый вход. Потом идет второй вход и выход. Что еще здесь можно рассказать? Я оставлял 3 часа включенный. Немного теплые были релешки. Но если они будут греться, скажем, когда сутками работает, можно принудительное охлаждение сделать. Он у меня в прошлом году тоже работал. Вот это электронный переключатель. Правда, тогда вот эти релешки не было. Были другие. Вот. С задержкой 2 секунд. Сейчас еще расскажу по схеме тоже. Принцип работы. Так, мы лампочку открутили. Это выход. Подаем 260 вольт.
Также подаем. «120 вольт». Импульсный блок питания держит. Что радует, да? Вот эти релешки, они не будут отключаться. Если мы возьмем просто обычный реле на 220 вольт и подключим, то у нее обмотка будет нагреваться при 250 вольт. И он выйдет из строя. Долго не будет работать. А эти релешки долго будут работать. Благодаря этим импульсным блок питания. Да, здесь лишние они там. Можно было без них тоже сделать эту схему. Но опять-таки, чем схема сложнее, тем она качественнее. Итак, перед вами монтажная схема соединения. Сейчас рассмотрим, как работает принципиальная схема. Вот где 12 это положительный, а где 0 это отсутствие напряжения. Вот так она переключается, когда по входам напряжение то приходит, то уходит. Справа у нас подключен инвертор, слева стабилизатор. Это переключатель испытанный, он выдерживает сетевой около 10 киловатт, а инвертор где-то 6 киловатт. Это реле, кому интересно, смотрим дальше, как я делал, травил, изготавливал. Это печатный рисунок. А также надо утюжить, нагреть и где-то 1,5-2 минуты. Потом делаем кислоту и травим. Надо вот так покачивать, иначе несколько часов. После шлифуем наждачкой, нулевкой. Краску очищаем ацетоном. Также для сверления нужен будет мини-дрель. Вот как получилось. Я уже не стал отнимать драгоценное время. Полностью собрал, и вот так она выглядит. Проверял, работает. Печатный рисунок создавал специальная программа. Если кому надо, могу подсказать. В общем, на этом все. Кому интересно, ставим лайки, пишем в комментариях. А я с вами прощаюсь.